Очередной день масштабных протестов. Украинцы вновь выходят на улицы. Зеленский впервые отреагировал на митинги по всей стране. Что предложил и каких объяснений требует от него Урсула фон дер Ляйен? Третий раунд переговоров завершен. Встреча Путина и Зеленского. Когда и при каких обстоятельствах? Какое перемирие предложила Москва и чего требует Киев? Заявление сторон. Израиль критикует Россию за удары по Украине. Иерусалим и Киев готовы объединиться ради военного сотрудничества. Каков план сторон? Новое наступление ВСУ и удары ракетами «Атакамс» и «Таурус» по России. В Украине заявили о планах переноса войны на территорию РФ. Куда собираются бить? Германия вооружается. Среди идей для нового оружия тараканы-киборги. Чем еще собирается удивить Берлин? Макрон становится на защиту супруги, которую называют бывшим мужчиной, и подает иск в американский суд. Чехия вооружает студентов, а Россия обвиняет граждан Узбекистана в подготовке большого теракта. Где и когда? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с ситуации в Украине. Очередной день протестов. Украинцы, как и обещали, накануне вечером вновь вышли на митинги из-за законопроекта 12414, который, как утверждается, ликвидировал независимость Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Основной протест собрал Киев, при этом на улицы вышли жители и других городов – Одессы, Львова, Днепра, Запорожья и Харькова и так далее. Зеленский увидел эти протесты, он впервые ответил тем, кто вышел на улицы. Говорит, все не напрасно, офис все видит и слышит. Перед этим на Банковой прошли совещания с чиновниками и представителями СБУ, НАБУ, САП, а также МВД, Нацагентством по предупреждению коррупции, Госбюро расследований и генеральным прокурором. Мы домовились, что керівники институций разум. Мы договорились, что руководители институтов совместно предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить верховенство права в Украине. Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни, в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не напрасно. Мы проанализировали все обеспокоенности, все аспекты того, что нужно изменить и что должно быть активизировано. Кроме того, Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде Украины законопроект, который станет ответом и обеспечит силу системе правопорядка. В НАБУ и САП при этом приветствуют эту инициативу, но при этом настаивают, что, далее цитата, «сохранение независимости детективов и прокуроров, а также обеспечение принципа неотвратимости наказания, выраженного в законных судебных переговорах, являются ключевыми условиями для эффективного расследования коррупционных преступлений и выполнения международных обязательств Украины». Конец цитаты. Нардепы при этом подтвердили, на следующей неделе состоится заседание Рады, чтобы отменить, далее цитата, коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП. Об этом пишет нардеп Железняк. На события в Украине продолжает реагировать и Запад. Европейская комиссия оказалась обеспокоена принятием и подписанием Зеленским закона. Пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что с Киевом связалась Урсула фон дер Ляйен и потребовала от Зеленского объяснений. Он отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после этих событий контактировала с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив свои серьезные опасения и попросив от Киева объяснений. При этом украинская разведка накануне выпустила несколько заявлений, обвинив Москву в начале масштабной информационной операции против Украины, используя фактор протестов. В службе внешней разведки Украины сделали заявление. Предлагаю послушать. Для осуществления информационного воздействия уже задействованы зарубежные возможности всех российских спецслужб. Российские пропагандистские площадки представляют изменения в антикоррупционном законодательстве как антиамериканский переворот и попытку минимизации влияния Запада внутри политической системы Украины. Это сопровождается усилением нарратива о глубоком кризисе украинского общества. И теперь к еще одной и главной теме последних суток – это переговоры России и Украины в Стамбуле. Третий раунд не был длительным. Перед тем, как делегации встретились в дворце Чираган, западная пресса писала, что Киев делал ставку на договор о встрече Путина и Зеленского, а также на достижении прекращения огня. Украинский дипломатический источник сообщил, что Киев рассматривает встречу Путина и Зеленского как ключевой фактор для прорыва. Украинская делегация прибыла в Турцию, готовая предпринять значительные шаги к миру и полному прекращению огня, но все будет зависеть от того, готова ли российская сторона к конструктивному подходу, сказал источник.
В преддверии встречи ни Россия, ни Украина не сигнализировали о намерении смягчить свои требования к условиям мира. А это предопределило то, что ждать значительного прорыва не стоит. Он маловероятный. Об этом говорилось в материале New York Times. Ожидания, что стороны договорятся об условиях мира в среду, крайне низкие. Вместо этого аналитики будут искать постепенный прогресс по второстепенным вопросам, который может указывать на точки соприкосновения. В то же время в Кремле еще перед началом переговоров дали ответ на вопрос, готова ли Россия обсуждать возможность встречи Путина с Зеленским. Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи. А в этом плане да. Но без того, как проделать всю вот эту сложную работу, уже предметно назначать встречи, вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу. Еще один ответ на эту тему прозвучал по итогам встречи. Глава российской делегации Мединский заявил, что встреча на высоком уровне нужна лишь для подписания документов, а не для обсуждения. При этом конкретного ответа, состоится ли эта встреча, не дал. Для того, чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете, как у нас говорят, конец делу венец. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла. Помимо этого, РФ и Украина договорились продолжать обмены, в том числе и гражданскими. Москва также готова передать еще 3000 тел погибших украинских военных. Россия предлагает создать 3 рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать в онлайн-формате, чтобы сэкономить средства налогоплательщиков. А еще Кремль предлагает перемирие на линии фронта. Но это практика лишь краткосрочных перемирий на 1-2 дня для эвакуации раненых и погибших. Украина, в свою очередь, предложила ввести полное прекращение огня по всей линии фронта и организовать до конца лета встречу между Путиным и Зеленским. Приоритет номер 1 – организовать встречу лидеров, где участие президентов Трампа и Эрдогана будет чрезвычайно ценным. Настоящее прекращение огня и прекращение всех ударов по гражданской инфраструктуре. Это может стать решающим первым шагом к прочному миру. Мы предлагаем российской стороне провести такую встречу лидеров до конца августа. Согласившись с этим предложением, Россия может ясно продемонстрировать свой конструктивный подход всему миру, включая наших партнеров. Во время переговоров на украинско-белорусской границе, отмечу, состоялся еще один обмен военнопленными. Это был 9-й обмен пленными после прежних раундов переговоров между Москвой и Киевом. Каждая из сторон вернула как минимум по 1000 своих военных за весь период. Итак, друзья, что думаете о новом раунде переговоров и результатах? Ожидаемо или нет? И состоится ли до конца августа встреча Путина, Зеленского, Эрдогана и Трампа? Напишите свое мнение в комментариях. Если не сложно, оставьте свой лайк под этим видео, а также не забудьте подписаться на канал Время Прядко, чтобы мы с вами не терялись. Для меня это очень важно. А я продолжаю и далее о возможном новом контрнаступлении Украины. В Украине есть высокомотивированные и храбрые солдаты, которые готовы к наступлению, но им для этого необходимы современные надежные средства защиты. Такое заявление сделал главком ВСУ Сырский в интервью «Вашингтон-Пост». Сырский, который спланировал Курскую операцию, вновь заявил, что война должна быть перенесена на территорию России. Для этого просит помощи у Трампа, в частности призывает предоставить ракеты большей дальности и разрешение бить ими по военным объектам России, говорится в материале издания. В публикации говорится также, что американские Атакамс и немецкие Таурус могли бы помочь Киеву замедлить производство российского оружия, нанося удары по инфраструктуре, производящей ракеты и дроны. Это была цитата. Они наносят удары практически по всему – аэродромам, жилым районам, объектам инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы дать врагу достойный отпор. Наличие любых ракетных вооружений само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного проще. У нас не будет тех трудностей, которые были раньше.
Есть ли еще у Киева Атакамс, из предыдущих поставок Сырский не рассказал. При этом в преддверии годовщины начала той самой Курской операции ВСУ, которая началась 6 августа прошлого года, Сырский заявил, что она была необходима и сорвала планы России. Напомню, при этом Германия пока отказывается передавать Украине ракеты «Таурус», а Курская операция поддавалась критике, в том числе в западной прессе, где упоминалось, что вывод украинских войск из Курской области показал расточительное безрассудство. Кроме того, отступление лишило Украину козыря на мирных переговорах с Россией. Украина и Израиль готовы объединиться. Речь о планах и перспективах военного сотрудничества и оборонной промышленности. Для этого накануне в Киев впервые за долгое время прибыл глава МИД Израиля Гидеон Саар. Ему показали дрон, которым Россия атакует Украину. Это российская версия «Герань», основанная на конструкции иранского дрона «Шахед». Находясь в Киеве, глава МИД Израиля осудил Россию за удары и заявил, что Киев и Иерусалим начнут переговоры о том, как совместно бороться еще и с иранской угрозой. Мы осуждаем удары России по гражданским лицам. Мы призываем к прочному и устойчивому миру, который обеспечит безопасность Украины. Мы решили сегодня начать стратегический диалог между нашими министерствами по иранской угрозе. Наши действия против их оружия и технологий способствуют безопасности Европы и безопасности Украины. Нельзя позволять Ирану продолжать свои ядерные амбиции. Макрон стал на защиту супруги. Теперь и он решил участвовать в судебных тяжбах. Президент Франции вместе с первой леди подали иск в США о клевете против ультраправой американской инфлюенсерки Кэндис Оуэнс. Повод все тот же. Ее утверждение, что Брижит Макрон не она, а он. В иске, поданном в Верховный суд штата Делавэр, утверждается, что Оуэнс ведет маниакальную кампанию унижений и лжи, направленную на продвижение своего подкаста и расширение армии поклонников. Оуэнс, напомню, заявляет, что Брижит Макрон была мужчиной, и это на самом деле Жан-Мишель Троньо, старший брат первой леди. В иске Макронов указано 22 эпизода предполагаемой клеветы, сумма компенсации не раскрывается, но речь идет как о моральном, так и о материальном ущербе. Этот иск – редкий случай, когда действующий лидер государства лично идет в американский суд, чтобы защитить честь своей семьи. До этого подобные шаги предпринимал Дональд Трамп, известный своей судовой активностью. Однако в США выиграть дело о клевете для публичной фигуры задача не из легких. Макронам придется доказать, что Оуэнс действовала с прямым злым умыслом, знала, что врет, или абсолютно игнорировала факты. При этом теория о том, что Брижит Макрон была некогда мужчиной, уже была разоблачена журналистами и фактчекерами. Германия перевооружается. Берлин делает ставку на искусственный интеллект и технологии. Немцы даже присматриваются к боевым тараканам. Правительство канцлера Фридриха Мерца рассматривает современный подход как ключевой элемент своих оборонных планов и сокращает бюрократию, чтобы напрямую связать стартапы с высшими эшелонами вооруженных сил. Об этом пишет Рейтер. Издание уточняет, Германия уходит от пацифистской политики и готова потратить 162 миллиарда евро ежегодно на оборону к 2029 году. Берлин хочет сократить свою зависимость от США и усилить европейскую оборонную автономию. Немецкое правительство накануне одобрило проект закона об ускорении военных закупок, призванный помочь стране усилить обороноспособность и облегчить воплощение целей НАТО по оборонным расходам. При этом идеи рассматриваются разные, в том числе, как я уже сказал, Бундесвер может посмотреть и в сторону тараканов-киборгов. Некоторые из разрабатываемых идей кажутся научной фантастикой. Например, киборг-тараканы Swarm Biotactics, оснащенные специализированными мини-рюкзаками, которые позволяют собирать данные в реальном времени с помощью камер. Электрические стимулы должны позволить людям удаленно управлять движениями насекомых. Цель – предоставить разведывательную информацию в враждебной среде, например, о позициях противника. Напомню, Китай в это же время уже создал первых пчел-киборгов с самым маленьким в мире контроллером мозга. Насекомые полностью поддаются командам, что делает их живыми дронами, которые могут быть использованы в разведке. В то же время Чехия, как и Германия, также готовятся к возможной войне на территории Европы. В НАТО сейчас заявляют, что военный конфликт может произойти через 18 месяцев. Согласно версии, озвученной в Североатлантическом альянсе, Китай решится пойти войной на Тайвань и попросит Путина отвлечь Запад военными действиями на территории НАТО. Так вот, в Чехии в руки оружия уже берут молодые люди. Цель – получить базовые боевые навыки и ознакомиться с армейской жизнью. Все на добровольной основе.
Я думаю, что ситуация с безопасностью в Европе определенно ухудшилась, потому что у нас есть угроза от России, и нам определенно нужно готовиться. Все армии и общества, такие как НАТО, должны формировать какой-то альянс, чтобы действительно отразить возможную атаку. Напомню, Россия отвергает все обвинения Запада и уверяет, что не собирается быть инициатором боевых действий на территории Альянса. Россия обвиняет гражданина Узбекистана в подготовке теракта на юге страны, в частности на нефтеперерабатывающем объекте. По версии ФСБ, иностранец собирался устроить поджог с помощью коктейлей Молотова, снять все на видео и выложить в интернет для устрашения населения, а после уйти в Афганистан и вступить в ряды террористов. ФСБ утверждает, что также мужчина действовал по заданию международной террористической организации. Целью атаки было здание общежития при нефтекомплексе. Все якобы по сценарию, написанному кураторами. Радио Затык пишет, что граждане Центральной Азии снова под прицелом ФСБ. Это далеко не первый случай. Только с начала года российские спецслужбы заявляли о нейтрализации или задержании уроженцев Центральной Азии за якобы подготовку атак. В феврале были убиты 3 граждан Таджикистана, которых обвинили в подготовке взрыва на вокзале. В марте еще один якобы планировал подрыв синагоги и станции метро. В целом же после теракта в Крокус-Сити-Холле тема мигрантов и безопасности стала центральной. В России ужесточили контроль, а силовики начали массовые рейды. Рынки, мечети, бани, кафе – все сейчас под проверкой. В операциях все чаще участвуют националистические движения, такие как «Русская община». Друзья, на этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Также напомню, что видео за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.